Когда мы говорим об усилителях низкой частоты, перед нами в большинстве случаев всплывают образы полных усилителей. Однако в рамках нашей аудиоиндустрии производились также и более сложные, так называемые компонентные либо блочные устройства, которым и будет посвящен наш сегодняшний выпуск. Предварительный усилитель Амфитон UP003 стерео и усилитель мощности Амфитон UM002 стерео небольшой опытной партии были выпущены в 1982 году, но серийно стали выпускаться спустя целых 4 года с 1986 года. В предварительном усилителе имелась возможность оперативного выбора источника, дискретные регуляторы тембров по высоким и низким частотам, а также регулировка громкости с возможностью переключения глубины тон-компенсации или ее полного отключения, ограничительные фильтры по высоким, низким и инфранизким частотам, возможность выбора режима работы, а также возможность подключения двух магнитофонов и наличие двух выходов для подключения усилителя мощности либо эквалайзера. В усилителе мощности была предусмотрена возможность ослабления сигнала по левому и правому каналу, индикация перегрузки, а также срабатывание защиты, подключение двух пар акустических систем с возможностью оперативного переключения между ними. Номинальный частотный диапазон составлял от 20 до 25 тысяч Гц, номинальная мощность 50 Вт на каждый канал, максимальная 90. Вес предварительного усилителя составлял 6,5 кг, а усилителя мощности превышал 10. Выпускало оба аппарата Львовское производственное объединение «Лорд», а использоваться они могли как в паре, так и в комплексе с параметрическим эквалайзером Амфитон E005 стерео. Предварительный усилитель Корвет 028 стерео выпускался с 1985 года Кировским заводом «Ладога» и имел трехполосный регулятор тембра с переключением частот перегиба, дискретные регуляторы громкости, тембров и баланса, переключатель режимов работы, отключаемую тон-компенсацию, два автономных селектора записи на магнитофоны от различных источников с возможностью контроля, ограничительные фильтры низких и высоких частот. В усилителе была предусмотрена возможность подключения и коммутации двух магнитных звукоснимателей, тюнера, телевизора, двух магнитофонов и двух комплектов стереонаушников. Полоса воспроизводимых частот составляла от 20 до 20 тысяч Гц, коэффициент нелинейных искажений менее 0,01%. Комплектовался данный предварительный усилитель одним из двух усилителей мощности, либо Корвет 038 стерео, либо Корвет 048 стерео, разница между которыми заключалась лишь в номинальной выходной мощности в 50 и 100 Вт на канал соответственно. Корвет UP078 стерео и Корвет 200UM088 стерео выпускались с 1990 года Кировским заводом «Ладога». Предварительный усилитель данного комплекта был предназначен для коммутации усиления и частотной коррекции сигналов с электропроигрывателя, проигрывателя компакт-дисков, тюнера и двух магнитофонов. Имел возможность оперативного выбора источника сигнала, регулировку баланса, тембров по низким и высоким частотам, отключаемую тон-компенсацию и ограничение низких частот. Усилитель мощности имел возможность подключения двух комплектов акустических систем, а также световую индикацию питания, перегрузки и срабатывания защиты. Максимальная долговременная выходная мощность на каждый канал составляла не менее 180 Вт, а эффективный диапазон рабочих частот от 20 до 20 тысяч Гц. Предварительный усилитель Micron UP002 стерео и усилитель мощности Micron 100UM002 стерео выпускались с 1991 года заводом имени Фрунзе в городе Нижний Новгород. Предварительный усилитель, помимо отключаемой тон-компенсации и собственной системы шумопонижения, имел также раздельный по левому и правому каналу пятиполосный эквалайзер, а усилитель мощности мог работать с акустикой с сопротивлением от 4 до 16 Ом. Диапазон эффективно усиливаемых частот комплекса составлял от 6 до 65 тысяч Гц, а номинальная выходная мощность при нагрузке 8 Ом 50, а при нагрузке 4 Ома целых 75 Вт на канал. Предварительный усилитель Орбита UP002 стерео и усилитель мощности Орбита UM002 стерео
Выпускались с 1985 года ростовским заводом «Электроаппарат». Предварительный усилитель имел дискретную электронную регулировку громкости, возможность включения тон компенсации и регулировки тембров по низким и высоким частотам, а также световую индикацию режимов работы. Усилитель мощности имел электронную систему защиты от короткого замыкания, а также от перегрузок. Номинальный частотный диапазон усилителей составлял от 20 до 25 тысяч Гц, а номинальная выходная мощность усилителя мощности 50 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Данные усилители могли работать как в паре, так и в составе стереокомплекса Орбита 002 Стерео, в который помимо них входили также эквалайзер и кассетный магнитофон-приставка. Усилитель предварительный радиотехника UP7010 стерео и усилитель мощности радиотехника UM7011 стерео были опытно выпущены в начале 1987 года Рижским производственным объединением имени Попова. Данные усилители входили в состав блочного комплекса высшего класса типа КУ-001-01, в который помимо них входили также еще две акустические системы S90B. Диапазон воспроизводимых частот комплекта составлял от 5 до 160 тысяч Гц, а номинальная выходная мощность усилителя мощности 125 Вт на каждый канал. Усилитель предварительный Estonia UP010 стерео и усилитель мощности Estonia UM010 стерео выпускались с 1986 года таллинским заводом Punane Red. Предварительный усилитель имел возможность подключения до 6 устройств, все необходимые органы управления, световую индикацию режимов работы и сигнала, а также возможность регулировки тембра по низким и высоким частотам, громкости и баланса. Усилитель мощности имел светодиодную индикацию режимов работы, электронную защиту от перегрузок и возможность подключения двух пар акустических систем. Номинальная выходная мощность составляла 50 Вт на каждый канал, максимальная 85, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 25 тысяч Гц. Оба этих усилителя составляли основу целого развлекательного комплекса, в который помимо них входили также электропроигрыватель, проигрыватель компакт-дисков, магнитофон-приставка, тюнер, видеоигровой блок, блок светодинамической установки и даже пара акустических систем. И завершает наш сегодняшний выпуск замечательный комплект от Львовского производственного объединения, включающий в себя предварительный усилитель Phoenix UP005 и усилитель мощности Phoenix UM005 стерео. Комплект выпускался с 1981 года и имел все необходимое для высококачественного воспроизведения любых звуковых программ. Частотный диапазон составлял от 20 до 20 тысяч Гц, номинальная выходная мощность 75 Вт на канал при сопротивлении 4 Ома, максимальная выходная мощность 90 Вт. Особый интерес представляли самые ранние комплекты данных усилителей, в усилителе мощности которых была распаяна вольтодобавка, что давало возможность поднять номинальную мощность до целых 100 Вт на канал. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был вам интересен и хоть немного понравился. Если это действительно так, с вас, как всегда, лайк, подписка и приятный комментарий. Ну а с нас еще много всего интересного. Хороших вам дней!